США проводят самые крупные со времен Холодной войны учения военно-морских сил. Соединенные Штаты начали глобальные интегрированные военно-морские учения ЛСЕ-2021 с задействованием основных боевых кораблей и амфибийно-десантных сил, сообщили американские ВМС. По данным американских военных, учения ЛСЕ-2021, которые продлятся до 16 августа, основаны на сценарии глобального противодействия, бросившим вызов силам противника. Отмечается, что ЛСЕ-2021 является самыми крупными учениями ВМС США со времен Холодной войны. Последние такого масштаба учения проводились в 1981 году. При этом подчеркивается, что так же, как и тогда, они должны продемонстрировать решимость НАТО и возможности США в условиях стратегического соревнования. ВМС США указали, что учения должны показать противникам глобальные возможности американского флота проводить координированные операции сразу на несколько театрах военных действий. В интегрированных учениях задействовано около 36 боевых кораблей, включая авианосцы, ракетные крейсеры, эсминцы, ударные подводные лодки и большие десантные корабли, а также палубная и морская авиация, части морской пехоты из состава 5 оперативных флотов и 3 экспедиционных дивизий морской пехоты. В общей сложности в них примет участие более 25 тысяч военнослужащих. Глобальные учения ВМС США будут одновременно проходить в 17-часовых зонах. Самые крупные за последние 40 лет глобальные интегрированные учения американских корабельных группировок и амфибийно-десантных сил должны показать России и Китаю, что США могут одновременно ответить на агрессию на нескольких фронтах, в том числе на Черном море, Восточном Средиземноморье, в Южно-Китайском и Восточно-Китайских морях, считают эксперты. Также заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент напомнил Российской Федерации об украинском Крыме и заявил о праве американских кораблей войти в его воды. По его словам, США десятки лет делали то же самое, что и вошедший в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender. Кент многозначительно напомнил об инциденте 1988 года, когда американский военный корабль создал напряжение для советского флота, а также упомянул подобные случаи в более позднем периоде. США продолжат отстаивать право на свободную навигацию в Черном море. Кроме того, мы одна из стран, которые постоянно напоминают, что Крым принадлежит Украине, отметил Кент. Если вы считаете, что россияне побоятся трогать корабли ВМС США, когда они будут проходить территориальные воды Крыма, нажмите лайк. Если считаете иначе, нажмите дизлайк. Спасибо, что подписались и посмотрели ролик до конца.